Если вы любите баклажаны, это видео заставит вас полюбить их еще сильнее. В нем я собрала 5 крутых рецептов, которые регулярно повторяю. Все рецепты простые, но при этом яркие и интересные. Хрустящие чипсы и мини-пиццы из баклажанов понравятся даже тем, кто не любит баклажаны. Нежный паштет баба Гануш порадует всех, кто любит разные намазки на хлеб. А баклажановые фрикадельки и сливочный кассероль и вовсе вполне самостоятельные сытные блюда. Список всех ингредиентов расположен в начале каждого рецепта, а также в описании под этим роликом. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Сезон баклажанов в самом разгаре, поэтому самое время готовить себе из них что-нибудь вкусненькое. Обычно мы их жарим, готовим из них икру, запекаем на гриле, запекаем в духовке в форме лодочек с какими-нибудь вкусными фаршами, и это, безусловно, очень классные блюда. Но в этом видео я хочу предложить вам 5 простых, но не самых обычных блюд с изюминкой из этого замечательного овоща. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Начнем с легкой хрустящей закуски – чипсов из баклажанов. Возьмите один крепкий баклажан, вымойте его и нарежьте кружочками толщиной в 1–1,5 мм. Теперь нужно присолить кружочки баклажанов и оставить их минут на 10-15, чтобы соль вытянула горечь. Я выкладываю кружочки на бумажное полотенце и укладываю их в несколько слоев, присаливая каждый слой. Через 10-15 минут соль вытянет наружу влагу, которую нужно хорошенько промокнуть. Уделите внимание каждому кружочку. Теперь выложите кружочки баклажана на противень, застеленный пергаментом. Один баклажан у меня занял 2 противня, и готовить чипсы я буду одновременно в режиме конвекции. Теперь смажьте каждый кружочек растительным маслом при помощи кулинарной кисточки. Посыпьте кружочки специями по своему вкусу, у меня это сушеный лук. Теперь натрите на мелкой терке твердый сыр типа пармезана, грана падано, джугас и тому подобное. На 2 противня чипсов мне понадобилось всего 30 граммов. Специи и сыр для таких чипсов штука факультативная, но очень желательная. Готовьте чипсы при температуре 150 градусов в течение 30-40 минут. Кружочки могут быть готовы не одновременно, поэтому ближе к концу процесса заглядывайте в духовку и, если нужно, убирайте те, что уже зарумянились. Далее на очереди знаменитая восточная закуска баба Гануш. Очень нежно и при этом ярко по вкусу. Подготовьте баклажаны, вымойте их, часто накалите ножом и запеките в духовке до мягкости. Я пекла при 175 градусах около 40 минут. Если есть возможность, запеките баклажаны на углях, так будет ароматнее. Готовые баклажаны уберите в пакет или накройте пленкой, пускай упреют, так кожицу будет легче снять. Снимите с баклажанов кожицу и выскоблите мякоть. Отправляйте баклажановую мякоть в чашу блендера или кухонного комбайна. Добавьте чеснок и тахину. Ее, кстати, можно запросто сделать самостоятельно, если нет возможности купить. Влейте растительное масло и выжмите лимонный сок. Добавьте специи по своему вкусу. Я выбрала копченую паприку для легкого аромата дымка, а также добавила свой острый соус, рецепт которого был в прошлом видео. Приправьте солью и по желанию перцем. Тщательно измельчите массу до максимально однородного состояния. Попробуйте готовую пасту на соль и кислоту и, если необходимо, отрегулируйте. Следующими приготовим баклажановые мини-пиццы. Сперва я приготовлю для них томатный соус. На видео я готовлю двойную порцию, так как этот же соус буду использовать еще и с фрикадельками. Очень удобно. Мелко порубите лук. Истолките в ступке чеснок или пропустите его через пресс. Добавьте анчоусы и разотрите. Анчоусы усилят вкус соуса, сделают его насыщенным, но вы можете их не добавлять, если не любите. Помидоры вымойте и разрежьте надвое поперек. Натрите их на мелкой терке так, чтобы кожица осталась у вас в руке. Напоминаю, что готовлю двойную порцию соуса. Этот соус отлично подойдет для пасты или пиццы, или же вы просто можете взять любимый кетчуп, измельчить печеные томаты в пюре. И кетчуп, и печеные томаты есть на моем канале, ссылки я оставлю в описании. В сковороду влейте растительное масло и отправляйте туда лук. Готовьте на небольшом огне до мягкости, после чего добавьте растертый с анчоусами чеснок и перемешайте. Когда смесь распределится и чеснок начнет активно источать ароматы, добавьте в сковороду томатную пасту и влейте натертые помидоры. Добавьте орегано, перец, а вот солью лучше приправить соус в конце, когда он уже уварится.
Тушите соус на медленном огне минут 20, пока он не загустеет. Удобно делать это в широкой сковороде. Соус можно использовать уже в таком вот виде, но я предпочитаю дополнительно измельчить его в блендере. Соус готов, теперь займемся остальными ингредиентами. Баклажан вымойте и нарежьте кружочками толщиной в 1–1,5 см. Щедро посолите кружочки и оставьте минут на 15, чтобы соль вытянула горечь. Этим временем нарежьте колбаски, натрите сыр. Теперь промокните каждый кружочек баклажана, уложите их на противень, застеленный пергаментом. Смажьте кружочки маслом и запекайте при температуре 250 градусов в течение 15 минут. Распределите по каждому кружочку немного томатного соуса, затем посыпьте их сыром и выложите по несколько кусочков в кабаносе, сколько получится. Отправляйте баклажановые мини-пиццы в духовку и готовьте при той же температуре еще минут 10, или пока сыр не расплавится и не начнет румяниться. Готовые мини-пиццы посыпьте рубленой зеленью. Время приготовить сливочный кассероль, то бишь запеканку. У меня два разных баклажана, один крупный обычный и один небольшой. Их нужно вымыть и нарезать крупными кусочками размером 2–3 см. Отправляйте баклажаны в глубокую миску. Такого же размера кусочками нарежьте кабачок. У меня два небольших цукини. Можете использовать любой вид. Смешайте кабачки с баклажанами. Посолите овощи, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Теперь эту смесь нужно запечь. Так как я готовила несколько блюд одновременно, запекать эти овощи буду на половине противня. Готовьте при 250 градусах в течение 30 минут до румяных краев. Готовим заливку. Разомните творог, вместо него, кстати, можно взять фету или брынзу, но тогда будьте осторожны с солью. К творогу добавьте крахмал, соль, перец, и я также добавляю пищевые дрожжи для насыщенного вкуса. Эта добавка факультативна, можете взять любые специи по своему вкусу. Перемешайте смесь. Влейте к творогу сливки и перемешайте еще раз. Натрите на крупной терке моцареллу. Половину сыра отправляйте в творожно-сливочную смесь, а половина останется для посыпки сверху. Запеченные овощи выложите в огнеупорные формы для выпечки, в которых будет удобно блюдо и подать. В идеале готовить такой кассероль в порционных формочках, если у вас такие есть. Распределите овощи и залейте их сливочной заливкой. Сверху присыпьте натертой моцареллой, и я дополнительно посыпала запеканку орегано. Запекайте при 250 градусах в течение 15–20 минут. Приступаем к фрикаделькам. Отличное сытное блюдо. Их можно подать просто с соусом или дополнить ими кашу, картошку или пасту. Баклажаны вымойте. У меня один крупный и два небольших. Или же берите просто два обычных баклажана. Их нужно нарезать кусочками по 2–3 см. Очистите и крупно нарежьте лук. Отправляйте баклажаны и лук в глубокую миску, посолейте, влейте немного растительного масла и перемешайте, чтобы масло и соль распределились. Выложите овощи на противень и запекайте при 250 градусах в течение 30 минут до мягкости и румяности. Отправляйте овощи в чашу комбайна или блендера. Добавьте чеснок, яйцо, всыпьте панировочные сухари и натертый твердый сыр. Измельчите фарш до однородности. По консистенции он получится вот таким. Сформуйте фрикадельки удобным способом и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Я сперва формую фрикадельки маленькой ложкой для мороженого, а затем обкатываю их влажными руками, чтобы придать более гладкий вид. Запекайте фрикадельки при 200 градусах в течение 20–25 минут или до легкой румяности и подавайте с томатным соусом. Он у меня уже готов, я готовила его в части с мини-пиццами, и именно поэтому на видео процесс с увеличенной порцией. Сразу сделала побольше и можно применить для разных блюд.
Если эта подборка вам понравилась, ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какое из этих блюд вам показалось самым необычным конкретно для вас и какое вы обязательно повторите. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые вкусные видео, обязательно жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».